Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам 6 способов сшить вот такие блоки, квадрат из двух треугольников, а из них вы можете собрать практически любой блок. Итак, первый способ. Нам понадобится два квадрата 11 на 11 сантиметров. Складываем их лицом к лицу, затем берем линейку и прочерчиваем диагональ из угла в угол. После этого прострачиваем слева и справа от начерченной линии на ширину лапки. Вот так я прострочила. Теперь нам осталось только разрезать между швами. Это можно сделать как ножницами, так и ножом с линейкой, как вам будет удобно. При таком способе у нас одновременно получается два одинаковых блока. Вот я их отутюжила. Припуск заутюжила на темную сторону, но можете разутюживать. И вообще заутюжка зависит от того, какой блок вы потом будете собирать. Эти уголочки можно срезать, если блок у вас получился ровный. Либо подровнять ножом и линейкой, если у вас там что-то перекосилось. И подогнать до нужного размера. Второй способ. Возьмем квадраты 15,5 на 15,5 сантиметра. Сложим лицом к лицу и прострочим по периметру на ширину лапки. Вот я прострочила, у меня припуск 0,7, у вас может быть другой. Теперь берем линейку с ножом и разрезаем нашу заготовку по диагоналям. Таким способом у нас получается сразу 4 блока. Третий способ. Он подойдет, если у вас есть большой лоскутик. Мы можем его не нарезать на маленькие квадратики, а расчертить. Вот я также расчертила на квадраты 11 на 11 сантиметров. Так же, как в первом способе. И у нас из этой заготовки получатся квадраты такого же размера. Теперь нам нужно расчертить эти квадраты по диагоналям. И вот здесь перпендикулярно чертим линии, а не параллельно предыдущим. Сейчас я вам объясню почему. Если мы чертим параллельно, то вот в этом месте мы прострочим уголок, и потом придется его распарывать. Это лишняя работа. Поэтому чертим всегда перпендикулярно предыдущим линиям. И теперь будем строчить также на ширину лапки от начерченных линий. Сейчас я возьму вторую ткань, кладу сверху расчерченный лоскут. Тут лучше сколоть, потому что объемная ткань может где-то перекоситься или съехать. И теперь прострачиваю. Вот так получается. Прострачиваем только по диагональным линиям. По горизонтальным и вертикальным линиям мы будем только разрезать. Такой способ лучше первого тем, что меньше растягиваются уголки и больше шансов, что вы ничего не перетянете. Вот такая куча блоков у нас получилась. Сколько их получится, зависит от того, насколько большая у вас ткань. Теперь четвертый способ. Берем две полосы шириной 8,5 см и прострачиваем с двух сторон, чтобы получилась вот такая труба. Теперь берем линейку и прикладываем к ткани
линией в 45 градусов, чтобы линия в 45 градусов совпадала со швом. Теперь отрезаем уголок. Следующий разрез нам нужно делать от шва. Смотрите, не от края, а именно от шва. Прикладываем линейку так, чтобы она касалась шва, а линия 45 градусов проходила по другому шву. Вот у нас готов один блок. Теперь кладем линейку сверху. Точно так же, чтобы здесь у нас линейка совпадала с линией шва. И отрезаем. Итак, мы нарезаем всю полоску. Вот этот уголок тоже можем использовать. Когда мы закончим нарезать, здесь останется еще один такой же уголок. Мы можем их сшить вместе. И у нас получится вот такой еще один блок со швом по центру. Ну, в лоскутном шитье лишние швы это совершенно не страшно. Пятый способ. Берем также полосы шириной 8,5 сантиметров. Ну, их мы уже будем брать 4, 6, 8, любое количество, которое вам нужно. Сшиваем их и заутюживаем припуски на одну сторону. Затем складываем нашу заготовку пополам и прострачиваем, чтобы у нас получилась труба. Вот так я сшила. Сейчас я подровняю край. Выкладываем линейку, чтобы линии на ней совпадали с швами, и у нас получился ровный срез. Теперь еще мы начертим линию на расстоянии припуска от края. Это нужно для того, чтобы когда у нас остались вот такие уголочки, у них был припуск для того, чтобы мы могли их сшить вместе. Теперь, опять же, линию 45 градусов совмещаем с нижним швом, а край линейки должен совпасть со вторым швом и нашей начерченной линией. Отрезаем уголок, потом мы можем его использовать. Теперь прикладываем линейку так, чтобы линия 45 совпадала со швами. Вот это расстояние у меня 10 сантиметров, оно такое же, как и здесь. И вершины углов должны совпадать со строчками. Вот так. Видите? У нас будут треугольники проходить между швами. Нарезаем полосы. Тут тоже 10 сантиметров. Полосы режем одинаковые. И так нарезаем всю полоску. Затем переворачиваем линейку перпендикулярно предыдущим разрезам. Край линейки прикладываем к швам. Край должен совпасть со всеми стыками, а линии на линейке должны продолжать наши линии разрезов, чтобы у нас получились ровные квадраты. И вот смотрите, эти треугольники, которые можно сшить, а здесь у нас готовые блоки. Если вы сделаете полоски двух цветов, то у вас будут одинаковые блоки. Я взяла все разные, и все блоки у меня получаются разные. Выкладываем линейку, чтобы у нас получался квадрат из треугольников. Нарезаем также остальное. Шестой способ. Берем два прямоугольника размера 10 см на 12 см. Складываем их лицом к лицу. Прикладываем линейку так, чтобы она проходила через угол. И под углом 45 градусов прочерчиваем линию.
Также поступаем со второй стороны. У нас должно получиться две вот такие линии, выходящие из каждого из углов. Теперь прокладываем строчки. И вот видите, у нас уже получается такой блок. Разрезаем его между швами. Этот блок отличается от первого способа размерами. Будет отдельное видео про размеры, там я вам объясню разницу. Вот такие два блока у нас получается. Вот сколько много блоков получилось, пока я показывала вам этот мастер-класс. Из них теперь можно собрать все, что вашей душе угодно. Блоки получаются размером от 9,5 до 10 сантиметров. Это зависит от размера вашего припуска и аккуратности вшитья. Вот вам несколько примеров, какие блоки можно собрать из квадратов, которые состоят из двух треугольников. Вообще этот блок универсален. Из него вы можете собрать очень много узоров. 90% узоров в лоскутном шитье можно собрать из этого блока. А на этом я с вами прощаюсь. Пробуйте, пишите ваши отзывы в комментариях. До скорых встреч!